Друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию знакомство с обновленными продуктами от компании Italian Stage. Это микшерные пульты 4FXU и 6FXU. Приступаем. Начнем с того, что в начале года мы уже снимали видео с участием 3 подобных микшеров. И это были модели, так сказать, первой серии или первого выпуска. 4XU, 6XU и 8XU. Один из них у нас сегодня присутствует, и именно на его примере мы будем определять разницу с моделями усовершенствованными. Итак, вот они перед нами. Повторю название: 4FXU и 6FXU. Восьмиканального вместе с ними нет, по той причине, что его решили сделать классом уже повыше и обозвали его Pro. До нас он пока не доехал, но как появится, сразу снимем его во всей красе. Ну что ж, оставляем на столе 2 4-канальные модели и приступаем к глубокому исследованию. Итак, размеры. Как видите, они не особо отличаются, новый чуть пошире и покороче. Дальше. Кнопка включения в новом пульте вынесена на лицевую поверхность. У старого она находилась сзади. Теперь, питание у старого микшера это исключительно 220 вольт, а вот у обновленного это не только 220, но теперь еще и 5 вольт. Который мы можем получить как от своего компьютера, так и от какого-то, например, пауэрбанка. Кстати, сразу обращу внимание, что второго USB кабеля, необходимого для работы, мы в коробке, увы, не нашли. Что очень жаль, придется покупать дополнительно. В старом же варианте все в порядке. Питание отдельно, USB отдельно. Продолжаем. Фантомное питание у микшеров более ранней версии включалось раздельно на каждом канале. Теперь, как мы видим, кнопка одна, и она общая на все микрофонные каналы. Дальше. Функция ослабления сигнала на 26 дБ теперь исчезла. Вместо нее появился срез низких частот. Возможно, инструменталистам это не особо понравится, но вот вокалистов это точно может порадовать. Еще. Усиление каналов осталось на тех же уровнях. Плюс 64 на микрофон, плюс 38 на линейный сигнал. А вот что касается эквализации, то производитель решил просто вот так вот взять и выкинуть отсюда середину. Сложно сказать, насколько это критично, поскольку все и всегда зависит от качества исходника. Хотя иногда лишняя ручка настройки может оказаться совсем не лишней. Зато, друзья, товарищи, появился регулятор панорамы, которого не было в старом пульте и о котором я в прошлый раз говорил, что вряд ли это является какой-то крайне необходимой функцией. Однако, если представить себе ситуацию, когда нам надо подключить в этот пульт, к примеру, сразу 2 стереоисточника, то вот тут-то нам налево-направо и пригодится. Так что подбирать подобные вещи нужно всегда четко понимая, что у вас будет подключаться, куда, зачем и почему. Следующий момент. 3 и 4 каналы теперь дублируются RCA разъемами, и они также работают на 2 режима. Это прямое подключение и для управления сигналом, полученным через USB, Bluetooth или с флеш-карты. К этому вернемся чуть позже, а сейчас переходим к главным фишкам обновленного пульта. Первое это, конечно же, ползунки-фейдеры на всех каналах. Надо признаться, что это все-таки удобнее, чем поворотные ручки, хотя тут, как говорится, на вкус и цвет. И вторая убийственная новость – это процессор эффектов, который тоже обновили и, по-моему, сделали это неплохо. Жаль, конечно, что убрали дисплей, на котором отображается номер эффекта, как это было у старой модели, и теперь эта информация вынесена на экранчик плеера. Но ничего, к этому тоже можно привыкнуть. Так вот, количество эффектов осталось тем же, 16, а вот качество заметно подросло. В прежнем варианте здесь была по сути одна и та же задержка в 16 вариантах скорости, а теперь здесь появились 2 холла, 2 рума,
смешанный ревер-дилей, 8 дилеев в скоростях от 125 до 1400 миллисекунд и 3 варианта пинг-понга. 800, 1000 и 1400 миллисекунд. Впрочем, лучше все это один раз услышать. Ну и пользуясь случаем, конечно же, послушаем эквалайзер. Всего 2 полосы, высокие убираю полностью. 1, 2, 3, 4, 5. Высокие потихонечку до максимального уровня. 1, 2, 3, 4, 5. На место. Теперь низ. 1, 2, 3, 4, 5. Убрал. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это вот максимум. Ну и давайте послушаем, как режется 80 или, по-моему, даже 100 Гц. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну да, что-то происходит. Переходим к процессору эффектов. Холл 1. 1, 2, 3, 4, 5. Холл 2. 1, 2, 3, 4, 5. Рум 1. 1, 2, 3, 4, 5. Рум 2. 1, 2, 3, 4, 5. Смесь ревер-дилей. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и теперь 8 дилеев подряд. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну и, наконец, пинг-понги. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Забавно, товарищи. Ну и, наконец, друзья, мультимедиа-плеер. Здесь все то же самое, что и было ранее. Можете запускать музыку с компьютера или USB-накопителя, а при желании или необходимости, безо всяких проводов, с мобилы по Bluetooth. Показывать я это не буду. Все это можно посмотреть в нашем ролике на первую линейку микшеров. А вот что хотелось бы показать, так это запись микса на флешку. Но для начала я бы хотел ответить на вопрос, который нам часто задавали наши дорогие зрители. Звучит он так. Могу ли я запустить фонограмму по Bluetooth и вместе с вокалом записать это все на флешку? Товарищи, нет. Эти два режима работать вместе не могут. Поэтому, если вы хотите записать микс, включая фонограмму с телефона, то единственный способ – это подключить его, телефон, в 3-4 канал проводом стерео мини-джек 2 джека или стерео мини-джек 2 тюльпана. Вот тогда на флешку запишется все. Давайте попробуем. Значит так, друзья. Первое, о чем я должен сказать, это то, что флешка пишет, но пишет она только в моно. То есть ни о каком стерео речи быть вообще не может. Ну и второй момент. То, что вы сейчас слышите, это уже вариант записанный. Мы решили вас долго не мучить и дать уже смонтированный звук. Так что слушайте, оценивайте и, думайте, надо оно вам или нет вообще. Я позову тебя, и стоя тихо на причале, зажгу своим теплом все звезды на твоем пути. Я буду ждать тебя на островах моей печали. Я буду ждать тебя, но только ты меня найди. Друзья, вот на этом, кажется, и все, о чем мы должны были вам рассказать. Единственное, о чем я не упомянул, это цена на это изделие. Со всеми новшествами и наворотами этот пульт стал дороже всего на 800 рублей, и на момент съемки его стоимость 8800. Дорого-недорого определяйте сами, ну а покупать или нет, это уже зависит от задач, которые вы перед собой ставите.
На этом закругляемся. Я благодарю всех за внимание и, как всегда, желаю всем больших творческих успехов. До встречи. 8 дилеев в скоростях от 125 до 1000 до 1000. Так, эта концовка надо поубирать. Я еще вчера был готов. Толку-то. Вот теперь аллилуйя точно.